Добрый день. Ну, как вы уже поняли, мы на станции метро Автово. И сегодняшняя прогулка будет от Автово до Кировского завода. Пройдемся по большей части по Автово, ну и будь как будет. Ну а мы, наверное, на самой красивейшей станции метро в Петербурге. Знаменитые стеклянные колонны, которые, как пишут, не всегда должны были быть такими серыми, а должны были быть с подсветкой изнутри. И вообще все колонны на станции должны были быть такими, но как-то что-то пошло не так. То ли денежков не хватило, то ли еще что. В итоге мы имеем то, что есть сейчас, то, что мы сейчас видим. Если говорить про станцию метро, то одна из немногих неконечных станций метро без эскалатора. Насколько мне помнится, глубина залегания, заложения, в общем, нижний вестибюль находится на глубине всего лишь 13 метров от уровня земли наружу. Поэтому только ступеньки, только ногами. Одна из станций, где можно, не выходя за турникеты, здесь встретиться и передать что-нибудь, тем самым сэкономив денежку на поездку. Здесь нас встречает нижний вестибюль касс с таким куполом. Здесь должно быть эхо. Если в центре встать, у нас эхо. Уже новые платежные терминалы в метро появляются. Сразу предупреждаю, пойдем не напрямки до Кировского завода. А немножко поблуждаем по райончику. Здесь у нас верхний вестибюль касс. Ох, как солнечно. Надо что-то с этим предпринимать. Так, не понимаю. А что не включается? Или включается? Шумно у нас от проспекта Стачек. Некогда это был Петерговский, по-моему, проспект. Исторически дорога была, можно сказать, всегда. По этой дороге цари добирались в Петергоф.
Вся современная застройка района Автово плюс-минус 40-е, 50-е, чуть-чуть, возможно, 60-х годов. Ну и парочка есть новостроек уже 2000-х. Даже, наверное, 2010-х, правильней. По правую руку у нас проспект Стачек поднимается по виадуку через железную дорогу, через речку Красненькую. Так далеко мы не пойдем, надеюсь. В годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, здесь, можно сказать, уже была граница обороны Ленинграда. Если пройти чуть вперед, там есть доты, установлен памятник Т-34-85 модификации на постаменте. Вот, смотрите-ка, под виадуком, под мостом сделали современную скейтерскую площадку. Великолепно. Когда-то, не так давно, по этой дороге, вдоль туда к порту, был авторынок такой дикий, стихийный. Сейчас, как видим, уже от него ничего не осталось. Вон как раз у нас здесь речка Красненькая протекает, здесь кладбище Красненькое. Ну а мы пройдемся на улицу Автовскую. Здесь нас встречает замечательная многоэтажка сталинской эпохи, аж 10-этажная. И такой трактор Фордсон. Это первые трактора, которые делались на нынешнем Кировском заводе. Тогда это завод Краснопутиловец. Он даже Красный Путиловец. То есть самые первые трактора выглядели именно так. Шли они, конечно же, на все это коллективизация. Всех сгоняли в совхозы, механизировали рабочий труд. О, кстати, справа купол. Громко, наверное, будет сказано, что знаменитый автовский цирк. Но этот цирк Шапито здесь очень-очень давно прям прижился.
Здесь в Автово очень много улиц, которые нас так или иначе отсылают к Великой Отечественной войне. То есть это всевозможные маршалы, Жуковы, Говоровы, всевозможные разведчики, партизаны, командиры подводных лодок. Мы сейчас идем по улице Автовской в сторону улицы Маринеско. И улица Маринеско не просто в честь некоего командира подводной лодки, но еще он там жил, в доме, который находится во дворе между улицами Маринеско и Краснопутиловской. Вот идем по такой исторической границе. Слева у нас сталинская эпоха, справа эти пятиэтажки уже хрущевка, а еще вот здесь девятиэтажка. 9 же она, нет? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, восьмиэтажка. Это уже начало 90-х. Насколько мне известно, эта серия домов строилась. Район невысотный, как мы видим. Отсюда плотность населения на квадратный километр маленькая. В силу своей давности район зеленый. Очень много по весне. А сегодня, я не сказал, у нас уже март. 3 число. По весне очень много цветет вишни, яблони, потом сирени и всевозможная другая плодовая культура. Справа некогда, скорее всего, кинотеатр. Как раз он фронтом выходит и своей лестницей на улицу Маринеско. Куда мы и провернем. Вот этот замечательный сталинский ампир во всей красе сегодня тоже посмотрим. Здесь даже можем уже наблюдать, как данный дом оформлен внешне. И левая сторона, например. Так, идем здесь. То есть идет такое упрощение архитектурное от проспекта Стачек вглубь. То есть следующая улица Краснопутиловская, она уже прям с одной стороны все такие кирпичные, дальше уже после улицы Автовской идут хрущевки. Это левая сторона, а правая сторона более-менее для, видимо, номенклатуры, для руководства, для всяких начальников дома строились, вот, вдоль которых мы шли. Имеет более презентабельный вид, хотя внутри со двора никакого оформления нет. Тоже простое
кирпичная, скорее всего, даже это силикатный кирпич, дома. В каждом дворе, конечно же, есть там школа или садик, в данном случае школы. Ну и садик. Есть такая отличительная черта вот в этих домах, которые у нас прямо по курсу. Если приглядеться, то над окнами вот эта перемычка в данном случае из кирпича. И видя это, я сразу понимаю, что эти дома, скорее всего, 57-го, 50, в крайнем случае, 58-го года постройки. Начиная с 59-го данные дома уже строились с бетонной перемычкой, железобетонной. Что показать нужно? И я понимаю, что все познается в сравнении, но вот здесь будет, наверное, хороший пример. Данное окно и данное. Вот здесь с верхней такой фрамугой, или как это правильно называется, по факту в хрущевке вот это вот стандартное окно. Здесь еще сантиметров на 40 окно выше. А в некоторых домах высота оконного проема может доходить до 2 метров. Но снаружи ты это не понимаешь, ибо у тебя все окна всего дома и ближайших тоже большие. Вот всегда по-хорошему завидовал белой такой зависти, что называется. Вот в торцах некоторых домов такие балкончики организовывались. Так, а перейдем здесь. Напомним, что мы это на улице Маринеск. Идем от Автовской к Зайцево. Какие-то дома, скорее всего, были построены еще до войны. И вот дом, который у нас прямо по курсу, как раз остановиться. Вот это у нас такое гнездовье. Не что иное, как зенитная точка, с которой осуществлялось наблюдение за небом, за вражескими самолетами. Бегло покажу дворик. Ну, вот в этом доме Маринеско жил. Пройдем через двор. Ладно. Вон как тут
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. Ну, поэтому все для них здесь организовано. Как будто бы тут гаражи были. А может быть там трансформаторная подстанция, нет, скорее всего гаражи. Вот мы на улице Зайцева, у нас прямо по курсу на перекрестке этого Зайцева и Краснопутиловская. А дальше у Зайцева мы попадем уже ближе к Кировскому заводу, но сегодня у нас другой маршрут. Вернемся на проспект Стачек. Всех любителей поправлять ударения, всех жду в комментариях. Ну и на самом деле жду в комментариях все, кто может рассказать свою историю про тот район, в котором мы гуляем. Сейчас пробежим через двор снова. Сегодня немного ветрено, поэтому прошу прощения, если в микрофон будет задувать. Сейчас, наверное, у кого-нибудь из смотрящих слеза ностальгии по этим местам. У нас прямо по курсу общежития студентов номер 1, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Громадный комплекс, здоровенный, общага. Так, ну и выбегаем на Стачек. Вот у нас один из двух новых домов, уже, то, что я говорил,
в 2000-х годах был построен такой дом-свечка. Это мы сделали небольшой кружок. Сейчас возвращаемся в локацию станции метро Автово. И я хочу по подземному переходу перейти на другую сторону. Посмотреть, какие там дворики. Проспект Стачек в темное время суток. Фасады домов подсвечиваются. Красивости, прям как на Московском проспекте, как в центре. Как на Невском. Постоянная и вечная торговля. Вот это вот стихийная. На переходе от метро до подземного перехода. Подземный переход под проспектом Стачек достаточно широкий, чистый. Не противный. С этой остановки можно добраться до фонтанов Петергофа, соответственно, и Стрельня. Это всевозможные 200-е, что там, 210, 300 автобусы. То бишь, доезжаете до станции метро Автово, переходите в подземном переходе на другую сторону проспекта Стачек и с этой остановки уезжаете в Петергоф. Все, я вам все рассказал. Вот какие были фасады на проспект Стачек, которые выходят. И сейчас мы посмотрим, как во дворе дома оформлены. Этот дом отштукатурен, а соседний нет. Просто кирпич, но его уже покрасили. Просто покрасили. Ну и такие дворы.
Квартиры, как правило, с потолками 3 метра, возможно, более. Есть дома. Такие вот шикарные входные группы. Ну, как шикарные. Смотря с чем сравнивать, понятное дело. Налево у нас уже по Зайцево уходит там промзона, порт, железная дорога товарная, или какая там, как правильно называется, такая уже граница автовая. Ну и вот этот замечательная башня, что ли. Я ее называю дом с грифонами. Их, конечно, там нет наверху, но все говорит о том, что если бы они были, в принципе, то ничто бы им не помешало сделать там себе гнездом. Ну и все, движемся к Комсомольской площади. О, зеленый. Подойдем, посмотрим, что за памятник. И снова советского. Так, ага. Герой Советского Союза Александру Маринеско. Командиру ленинградской подводной лодки, легендарной подводной лодки С-13. Памятник Маринеско есть еще в славном городе Калининград, на Нижнем озере. Вот, вы посмотрите, какой тут ворота какие, с каким фонарем. И у кого-то над ним ведь, скорее всего, квартира. Да. Скульптор Иван Корнеев. 2013 год.
Или вот эти, покажу еще раз, арки, как потолок арок оформлен. Тоже заморачивались. Зебра. Мы уже видим, как изменилась у нас внешние фасады домов, их отделка. Скорее всего, планировки те же самые, что и у метро. Ну, по крайней мере, вот вдоль маршала Говорова еще сталинский ампир. То есть, ну это еще 50-е. А слева здесь, в принципе, это кирпичные дома, облицованные плиткой такой крупноформатной. Это уже, скорее всего, 60-е годы, ибо и сама Комсомольская площадь, вот с памятником комсомольцу в центре, это начало 60-х, это там 60-61 год был. Площадь состоит, можно сказать, из двух частей. Это вот мы сейчас подойдем ближе, точнее выйдем на круговое движение. И вот таким треугольником здесь по центру с Комсомольцем. Все это Комсомольская площадь. Как раз на Комсомольскую площадь сходится помимо стачек еще и улица Краснопутиловская. Сейчас мы идем между Стачек и Краснопутиловской.
По 10 раз повторяю для тех, кто не из Петербурга и у кого географический кретинизм, кто легко теряется на местности. Под ногами вот такая немножко гачка. Но, скорее всего, все парки в Петербурге сейчас уже начинают закрываться на просушку. Посетителей перестают пускать, чтобы все дорожки не повреждались, не вытаптывались. Ну и вот на площади, где круговое уже движение, как по мне, 3 шикарнейших дома, выстроенных кольцом, таким полукругом. Подметают дорогу. Ну а вот вправо, повернул вправо и по Краснопутиловской можно выехать прямиком на площадь Победы, что на Московском проспекте. Как попадать в центр этого круга, непонятно. Ни одной зебры, ни одной там перебежки не имеется, не видел никогда. Первый этаж, видимо, изначально был спроектирован как под коммерцию. Я что-то даже потерялся, можно ли было там в 60-е годы произносить слово коммерция. Но точно не жилые. Вот второй этаж это уже квартиры и выше. Первый точно не квартиры. Хотя вот прям по курсу вот этот паб, они, по-моему, над ними, по крайней мере, тут нотариус вижу, еще что-то. Ну, а мы плавно оказались, можно сказать, под влиянием станции метро Кировский завод. У нас вот уже по левую руку начинаются здания и территория Кировского завода. По правую руку за деревьями четырехэтажное здание виднеется. Это ДК имени Газа. Дом культуры для работников Краснопутиловского завода, ныне Кировского. Прямо по кадру у нас по курсу уходит улица Новостроек. Как бы смешно это сейчас не звучало, но меня это всегда забавит. Улица Новостроек. То есть вот там до маршала Говорова
Еще вот по правую руку сталинские дома, а по левую руку там... ну хотя тоже сталинские дома как раз уже 59-х годов, там 60-х. Потом там хрущевочки еще есть. Но, наверное, на тот момент это действительно была улица новостроек, но, извините, время прошло. Тут территория перед ДК газа огорожена. Информационный щит наполовину оторван. Непонятно. Вообще, за ДК имени Газа должен появиться второй выход со станции метро Кировский завод. Это та новая ветка, которая должна вроде как иметь коричневый цвет. Уважаемые жители АО «Метрострой» северной столицы. Что-то вот метрострой. Красносельской, Калининской. С электродепо. Ого. Ну, собственно, до обводного канала. Ветка, которая должна будет идти от конца Ленинского проспекта, там, где это вот Жемчужина и прочее, торговый комплекс, через Кировский завод и до обводного канала, через Боровую. Собственно, за ДК должен быть вестибюль второй. Первый — это вот у нас прям по кадру вот эти колонны. Метро Кировский завод. Очередной вестибюль в стиле древнегреческого храма. Какому-нибудь Аполлону. Станция метро Автово, вестибюль будет храм Венере, а Кировский завод Аполлон. Почему бы и да. Жилой массив возле станции метро Кировский завод еще меньше, чем, как по мне, чем жилой массив вокруг Автово. Но он такой максимально прям, я бы не сказал, конечно, что промышленный, но прям его целевая аудитория — это все-таки были работники, скорее всего, работники Кировского завода. Но раз работник, то и дома попроще. Я имею в виду попроще в отделке. Так и вокруг метро что-то заборы навозводили. Всю красивость нам этого перегородили. Наверху написано «Ленинский метрополитен, Кировский завод». Также подземный переход под проспектом Стачек. Ну и люди, выходя из метро, переход, поднимаются и на проходную. Ну вот и на фоне Кировского метро Кировский завод с вами попрощаюсь. Сегодняшняя прогулка была не такой длинной, но зато уже по-весеннему солнечной, приятной. Поэтому, кто не подписался еще, подписывайтесь на канал. Гуляйте со мной по Петербургу. Предлагайте вариантики, может быть, что-то вам интересно. С радостью осуществим. Всего доброго, пока.